Вы — биологический парадокс. У вас в клетках нет того природного разнообразия, которое защищает большинство диких видов на планете. Любые два человека на противоположных концах Земли генетически ближе друг к другу, чем две шимпанзе из одного африканского стада. Мы — пугающе одинаковые копии. Биологически хрупкие, лишенные защитной шерсти, когтей и клыков существа, которые по всем законам природы не должны были дожить до сегодняшнего дня. Эта пугающая клонированность современного человечества не случайность конструкции. Это глубокий шрам, оставленный на нашей ДНК в эпоху плейстоцена. Около 74 тысяч лет назад человеческий род не просто столкнулся с кризисом. Наш вид был загнан в тупик, сжавшись до размеров одной крошечной, изолированной популяции. Всего несколько тысяч размножающихся особей на всю планету. Горстка замерзающих приматов, балансирующая на самой грани полного биологического стирания. И причиной этого краха стала не медленная эволюция, а резкая, мгновенная литосферная декомпрессия. Остров Суматра, вулкан Тоба. Под его поверхностью сотни тысяч лет копился колоссальный объем расплавленного вещества. В секунду, когда внутреннее давление газов превысило предел прочности земной коры, планета запустила глубинный процесс глобальной перестройки. Процесс, который навсегда перерубил ветви нашего эволюционного древа. Разберем по порядку. Физика суперизвержения — это чистая термодинамика критических давлений. Очаг Тоба не был обычным вулканом. Это был гигантский подземный резервуар, запертый многокилометровой толщей гранитных плит. Когда кровля магматической камеры не выдержала, высвободилась энергия, эквивалентная взрыву гигатонн тротила. Почти 3000 кубических километров раскаленного вещества были мгновенно выброшены в стратосферу. Земная кора над опустевшим очагом рухнула внутрь себя, образовав 100-километровую чашу провала. Но главная фаза катастрофы была не огненной, а химической. Миллиарды тонн диоксида серы, выброшенные Тоба, вступили в реакцию с атмосферной влагой. Земной шар окутал плотный экран из сульфатного аэрозоля. Он работал как глобальное зеркало, отражая солнечный свет обратно в космос. Наступила затяжная вулканическая зима. Температура на планете упала на рекордные 15 градусов всего за несколько месяцев. Полдень превратился в постоянные холодные химические сумерки. Острый, абразивный пепел, состоящий из мельчайших осколков вулканического стекла, непрерывно падал на континенты. Он ложился тяжелым слоем на выветренную кору деревьев, выжигая легкие животных и превращая пресную воду в ядовитый серный раствор. Тропические леса Азии превратились в замерзшие сухие кладбища. Нарушились все пищевые цепи. Растительный покров исчезал, оставляя после себя лишь серую, безжизненную пыль и голые камни. Анатомически сапиенс был худшим кандидатом на выживание. Наша спина страдала от прямохождения. Узкий таз делал роды смертельными, а огромный мозг требовал колоссальных калорий. Но мы победили не силой тел, а созданием первой на планете социальной сети. Пока неандертальцы гибли в изоляции своих замерзающих долин, сапиенсы заключили межплеменной договор о взаимопомощи. Племена создали систему горизонтальной страховки. Если в нашей долине лед и голод, соседи пускали нас к себе, зная, что в следующий раз мы ответим тем же. Археологи находят на стоянках той эпохи ракушки и охру, привезенные за сотни километров. Эти украшения были первыми паспортами в истории. Увидав бусину на чужаке, племя понимало: он союзник, его нужно накормить, а не убить.
Одновременно сапиенсы отказались от опасной охоты в упор, изобретя легкие дротики и копьеметалки. Мы поражали зверя с 30 метров, сохраняя жизни охотников, пока неандертальцы с тяжелыми копьями калечились в ближнем бою с мегафауной. Но главным секретом нашего спасения стал институт бабушек и коммунальный уход за детьми. Сапиенсы стали жить дольше после окончания репродуктивного возраста. Когда мир вокруг изменился за пару десятилетий, старики стали живыми архивами данных. Они помнили, где оставалась вода во время засухи 40 лет назад. Пока пожилые люди хранили опыт и присматривали за детьми, матери могли рожать чаще. Эта общинная кооперация позволила сапиенсам мгновенно восстановить численность, как только отступили холода. Великое удушье Тоба навсегда изменило саму суть того, что значит быть человеком. Да, мы потеряли биологическое разнообразие, став пугающе точными генетическими копиями друг друга. Но взамен, в той ледяной тьме, мы обрели кое-что более сильное. То, что невозможно записать в нуклеиновых последовательностях ДНК. Способность доверять чужаку, делиться последним и хранить память вопреки времени.